Некоторые люди дня прожить не могут, чтобы не обсудить кого-то из своего окружения. И пока психологи спорят и решают, полезны ли сплетни или вредны, многие продолжают подмечать в других людях негативные качества и интерпретировать их поведение. Астролог, психолог и парапсихолог Сергей Ланг составил рейтинг знаков зодиака, которые с удовольствием перемывают косточки своим приятелям. Место. Рыбы полностью оправдывают свое название. Представители этого знака не любят распускать сплетни, но самое ценное, что в них есть, они не выслушивают их от других. Супермодель Наталья Водянова заботится о своей семье, у нее 5 детей, а потому ей явно не до склаков, интриг и обсуждения чужой жизни. Место. Водолеи не любят говорить о других людях, они сосредоточены на себе, поэтому разговоры будут вертеться только исключительно вокруг собственной персоны. Представители этого знака зодиака не испытывают интереса к сплетням. Актриса Светлана Ходченкова старается как можно меньше говорить, как о своей жизни, так и не распускает слухи и не комментирует поведение остальных. Место. Весы всегда избирательны в друзьях. Поэтому среди них нет людей, про которых они хотели бы распускать слухи. Певице Ане Лорак за свою творческую карьеру успешно удается избегать каких-либо конфликтов. Она не осуждает других и не навязывает своего мнения, а поклонникам артистка интересна своими песнями. Место. Рак. Общительный знак, но при этом они не любят говорить просто так и обсуждать чужую жизнь. Раки предпочитают разговаривать на деловые и личные темы. Одно время Лена Водянаева близко общалась с Айзой Анохиной, которая еще тогда была замужем за рэпером Гуфом. Однако внезапно подруги оборвали друг с другом связь. Тем не менее, Лена сдерживает себя в сплетнях о некогда близком человеке. Место. Овны коварны, поэтому от них можно ждать всего. Запомните, овны преследуют свои цели, и если им будет выгодно распустить про вас сплетни, то они сделают это. А вот просто так обсуждать кого-то они не любят. Несмотря на конфликт Лены Темниковой с Ольгой Серябкиной, артистка не стала распространяться о секретах, которыми та наверняка делилась с подругой. Правда, одну тайну все же приоткрыла. На протяжении некоторого времени они лишь поддерживали видимость дружбы, хотя это было не так. Место. Близнецы прислушиваются ко всему, что обсуждается в коллективе, но они стараются тщательно отсортировать информацию. Близнецы сами не прочь поговорить о других. Телеведущая Дана Борисова поругалась с певицей Аленой Кравец. Между женщинами завязался спор, они позволяли себе нелестно высказываться по отношению друг к другу.
Однако Борисова нашла в себе силы и извинилась за те слова, что произносила в адрес Кравец. Шесть место. Телец, тельцы, болтуны от природы. Главное, чтобы была тема для обсуждения. Поэтому такие люди всегда найдут, о чем поговорить, ведь вокруг полно людей, в жизни которых происходит много всего интересного. Певица Виктория Дайнеко, когда еще была замужем за барабанщиком Дмитрием Клейманом, обвинила свою приятельницу в том, что та якобы соблазняет ее супруга. Девушка возмутилась и постаралась отстоять свое честное имя. 5 место. Стрелец. Если вам хочется поделиться с кем-то своей проблемой, то поговорите со Стрельцом. Он с радостью выслушает и даст совет. Но потом не удивляйтесь, если в курсе будут все вокруг. После задушевной беседы с вами он обязательно расскажет об этом другим. Виктория Боня была дружна с актрисой Марией Кожевниковой. Однако после ссоры бывшая участница «Дома-2» сообщила далеко не самые лестные факты из жизни бывшей приятельницы. Спустя время осознала ошибку и принесла извинения. 4 места. Козерог. Козероги всегда интересуются всем, что происходит вокруг них. Поэтому они собирают любую информацию, которая им доступна. Рожденные под этим знаком склонны к тому, чтобы даже подслушивать чужие разговоры. Виктория Романец обвиняла бывшую супругу Антона Гусева в том, что именно она виновата в крахе своей семьи, а они ни при чем. Девушка удивлялась, почему, когда мужчина проводит время с ней, Евгения ничуть не беспокоится, где он находится. К тому же Виктория считала, что Феофилактова пыталась найти себе обеспеченного покровителя еще когда была в браке с Гусевым. Три места. Скорпион. Скорпион любит обсуждать всех вокруг, причем делает это с вполне конкретным прицелом, ради собственной выгоды. Со слов представителя этого знака зодиака, все вокруг плохие, кроме, как вы уже сумели догадаться, него самого. Скорпионы поднимают самооценку за счет принижения других. Ксения Собчак поссорилась с известной телеведущей Тиной Канделаки. По ее версии, подруга хотела воспользоваться ее звучной фамилией, чтобы открыть бизнес. Именно это и заставило Ксению поставить точку в их крепкой дружбе. 2 места. Дева-девы любит искажать информацию и преподносит ее совсем под другим соусом. Рожденные под этим знаком зодиака могут говорить как хорошее, так и плохое, все зависит от личного отношения к каждому человеку. Актриса Мария Голубкина удивила своих поклонников, когда заявила о романе с Борисом Ливановым. Злые языки говорили о том, что их отношения не больше, чем буфонада.
Несмотря на то, что влюбленные уверяли всех в искренности своих чувств, они тянут со свадьбой, а некоторые уверены, что никакого бракосочетания ждать и не стоит. Один место. Лев-львы любят рассказывать сказки как о себе, так и о других. Они не умеют хранить секреты. То, что узнает лев, будет известно всем. Певица Настя Крайнова после известности группы Тутси выпала из зоны видимости российского шоу-бизнеса. Но также ярко заявила о себе в прошлом году, когда объявила о романе с актером Александром Носиком. С этой новостью они прошлись по ток-шоу, ряду изданий, но спустя время заявили, что расстались. Некоторые до сих пор думают, что это было придумано нарочно, чтобы подогреть интерес к певице.